Глава 2241. Тайна. Полупрозрачная нить внезапно вырвалась из глобели Хань Ли и в мгновение ока исчезла в теле гигантского стембарера, но туша внезапно взорвалась пятнышками белого света, как будто это было не более чем иллюзия. Полупрозрачная нить вернулась к глобели Хань Ли, и выражение его лица сразу же слегка потемнело. В другом месте бесчисленные розовые лепестки цветов заполнили всю территорию, внутри которой беспрестанно сверкали бесчисленные серебряные дуги молний. Баахуа уже прибыла к Даосусе и активировала свою духовную область, чтобы поймать другого стембарера. Сильная сторона этого стембарера заключалась в его секретной технике духовного чувства, но, к несчастью для него, Даоссе не пострадал, как и Баахуа, из-за улучшений, которые он получил из своей духовной сферы. Губительная молния стембарера также была чрезвычайно мощной и была наделена силой закона разрушения, позволяя ей повредить даже глубокие небесные сокровища, но и Даоссе, и Баахуа были очень хитры, отказываясь вступать с ним в прямые столкновения. В результате он приходил в ярость все больше и больше, поскольку от всех его атак уклонялись. Как только Баахуа высвободила свою глубокую сферу небесного духа, чтобы поймать стембарера, ситуация сразу же изменилась. Стембарер немедленно выпустил свою зловещую молнию изо всех сил, чтобы попытаться вырваться из сферы духов, но эта глубокая область небесного духа была способностью, которой могли по-настоящему владеть только истинные бессмертные, и стембареру было слишком сложно вырваться из нее. Море розовых лепестков прочно заперло стембарера в центре области духов по велению Баахуа, заставляя его становиться все более и более вялым, несмотря на то, что он сопротивлялся изо всех сил. Стембарера окружил себя дугами серых молний и белым световым барьером, возникшим из его духовного чувства, но он был изрешечен ранами и находился на грани поражения перед лицом совместных атак Даососе и Баахуа. Увидев это, Хань Ли снова призвал свой зеленый длинный меч, а затем полоснул им по воздуху, высвободив одновременно 12 зеленых линий. В следующее мгновение 12 зеленых линий появились в унисон прямо рядом со стембарером в глубокой области небесного духа Баахуа, а затем в мгновение ока пронеслись мимо его тела. Световой барьер и молния вокруг стембарера мгновенно исчезли вместе с самим стембарером, как будто их там никогда и не было. Баахуа была очень встревожена, увидев это, и только после тщательной проверки того, что стембарер больше не находится в ее духовной сфере, она покинула духовную сферу, плотно нахмурив брови. Пространственные колебания вспыхнули неподалеку, и Хань Ли появился недалеко, в то время как Даоссе также вернулся в свою человеческую форму, прежде чем появиться позади Хань Ли. Хань Ли бросил взгляд на Даоссе и с большим облегчением обнаружил, что Даоссе практически не пострадал. «Твои силы поистине огромны, брат Хань. Даже с моей духовной сферой, защищающей меня, мне определенно было бы очень трудно выдержать этот удар», сказала Баахуа с немного настороженным взглядом в глазах. «Ты слишком добра, уважаемая Даос Баахуа. Стембарер уже израсходовал силу после столь долгой битвы с вами двумя. В противном случае я бы не смог сразить его так легко», Хань Ли ответил с беспечной улыбкой. «Это не так просто», Баахуа покачала головой в ответ, но больше ничего не сказала. Вместо этого она с растерянным выражением лица бросила взгляд на то место, где только что исчез Стембарер. «Похоже, ты тоже заметила, что что-то не так. Понятно, что нам не удалось по-настоящему уничтожить этих стембареров. Если оставить в стороне эту маленькую девочку, эти два стембарера тоже не кажутся физическими существами, и их не так-то легко убить», сказал Хань Ли, и на его лице появилось мрачное выражение. «Действительно, мне всегда казалось, что эти два стембарера каким-то образом сбились с пути. Оба они обладают мощными способностями, но крайне ограничены. Один из них обладал невероятно мощным духовным чутьем, а другой имел такое грозное физическое тело, что он был способен остановить меня с помощью всего лишь одной когтистой лапы. Однако односторонний характер их способностей был слабостью, которую мы могли использовать, чтобы победить их», проанализировала Баахуа. «Если этих стембареров вывела королева стембареров, то это очень странно. Учитывая, насколько хитру королева стембареров, она ни за что не могла бы сделать что-то настолько неразумное», продолжила Баахуа. «По отдельности с этими двумя стембарерами все еще можно было справиться, но если бы их способности были объединены в одном стембарере», Хань Ли усмехнулся, оставив свое предложение незаконченным. Лицо Баахуа слегка побледнело, когда она резко вздохнула. «Если бы это было так, у всех нас были бы серьезные проблемы. Я не уверен, заметили ли вы, но маленькая девочка и эти два стембарера, кажется, не союзники. Даже эти два стембарера, похоже, питали некоторую враждебность друг к другу. В противном случае, если бы они объединились с самого начала, было бы далеко не так просто использовать их индивидуальные слабости», сказал Хань Ли с многозначительным выражением лица. «Это действительно довольно странно. Если их вывела королева стембареров, то почему они кажутся такими враждебными по отношению к душе королевы стембареров?» Баахуа задумалась, плотно нахмурив брови. «Я тоже этого не понимаю, но судя по тому, как быстро исчезли эти два стембарера, они, похоже, были вызваны силой проекции», заметил Хань Ли. «Сила проекции.
Ты хочешь сказать, что в это дело также вмешиваются существа из других миров? Чтобы простая проекция была настолько мощной. Может быть, в этом замешаны истинные бессмертные. Выражение лица Баахуа значительно изменилось, когда эта мысль пришла ей в голову. Я в этом не уверен, это всего лишь мое подозрение, и, возможно, оно неверно. Однако, если бы это действительно было так, то ситуация здесь стала бы очень сложной. Как насчет того, чтобы пообщаться с духом древней печати, чтобы посмотреть, обнаружил ли он что-нибудь, предложил Ханли. Дух древней печати стал очень слабым из-за потери силы печати, и даже я не могу связаться с ним сейчас. В противном случае древняя печать мгновенно развалится, ответила Баахуа с кривой улыбкой. В таком случае, похоже, мы в полном неведении, сказал Ханли с мрачным выражением лица. В любом случае, мы не можем сейчас повернуть назад. Я до сих пор не получила никаких новостей от двух других наших товарищей-даосов, так что, скорее всего, с ними что-то случилось. Похоже, нам придется отправиться туда самим, Баахуа вздохнула. Я буду соблюдать наше соглашение и сопровождать тебя туда. Но если мы столкнемся с какой-либо непреодолимой опасностью, я немедленно поверну назад, сказал Ханли с серьезным выражением лица. Конечно, я бы сделала то же самое, если наша миссия станет слишком трудной для выполнения. Кроме того, я уверена, что ты способен покинуть это место даже без заветной пластины Духа Феникса, сказала Баахуа с понимающей улыбкой. Я рад, что ты это понимаешь. Давай сейчас спустимся, ответил Ханли с бесстрастным кивком, а затем нырнул в воду вместе с Даасом, все рядом с ним. Баахуа быстро осмотрел окрестности и, убедившись, что все в порядке, тоже последовала за ними. Вскоре после того, как все трое вошли в воду, над головой вспыхнула вспышка слабых пространственных колебаний вместе со струйками пятицветного света. Затем пятицветный свет быстро сошелся, образовав плотно закрытый гигантский пятицветный глаз. Тем временем гигантская туша Стембарыра совершенно неподвижно парила в подводной бездне, но в ее глазницах горели два шара дьявольского пламени, и пламя становилось только ярче и ярче. Рядом с трупом парило несколько разбитых сокровищ, светившихся слабым духовным светом, одно из которых представляло собой разбитый нефритовый значок, а другое — черное копье с трещинами по всей поверхности. Это были самые ценные сокровища пожилого мужчины и женщины в черной мантии, но они были разбросаны повсюду, как мусор, и было ясно, что они оба, скорее всего, уже были мертвы. Над трупом вспыхнули пространственные колебания, и в унисон возникли два размытых шара света. Один из шаров белого света превратился в гигантское круглое насекомое, а другой превратился в почти прозрачное насекомое. Это были никто иные, как два насекомых, которых только что убили Ханли и Баахуа. Однако их тела стали гораздо более нечеткими, а ауры также значительно ослабли, делая их похожими на пару проекций. Внезапно из дьявольского пламени в одной из глазниц гигантского трупа появилась женщина в серебряном одеянии. У женщины была элегантная фигура, и она выглядела как более зрелая версия маленькой девочки, которую только что сожрали. Оба размытых проекции насекомых тут же в благоговении растянулись на земле. Женщина в серебряном одеянии бросила холодный взгляд на две проекции, а затем холодно хмыкнула. «Бесполезные дураки. Я не могу поверить, что вы не можете справиться с несколькими жалкими существами стадии Великого Вознесения из Нижних миров. Хорошо, что им удалось ранить душу королевы Стимбареров. В противном случае я, возможно, не смогла бы полностью поглотить ее так быстро. Теперь, когда почти половина моих сил восстановилась, вы двое мне больше не нужны, верните мне мою энергию сейчас же». Говоря это, женщина в серебряном одеянии подняла палец и указала на пару проекций. Две проекции насекомых были очень встревожены, услышав это, и немедленно попытались бежать, но две мерцающие черные руны вылетели с кончика пальца женщины в серебряном одеянии, а затем исчезли в телах двух проекций с невероятной скоростью. Глава 2242. Битва в духовной сфере. Две проекции издали коллективный мучительный вой, изо всех сил корчась, пытаясь противостоять силе черных рун, но все было напрасно, поскольку их тела начали быстро сжиматься. Спустя несколько мгновений в воздухе осталась лишь пара световых шаров. Женщина в серебряном одеянии взмахнула рукой в воздухе, и шары света полетели прямо к ней. Затем она открыла рот, чтобы проглотить два шара света, а когда она закрыла глаза и глубоко вздохнула, ее аура, казалось, увеличилась и стала примерно в 2 раза мощнее, чем была изначально. Спустя несколько мгновений она снова открыла глаза, и ее аура мгновенно вернулась в нормальное состояние. Прямо в этот момент она, казалось, что-то почувствовала и бросила холодный взгляд вверх, прежде чем в мгновение Эйка вернуться к шару дьявольского пламени в глазнице гигантского трупа. В следующее мгновение труп внезапно поднял голову и издал пронзительный рев, после чего вокруг него появились облака кровавого тумана, прежде чем превратиться в малиновые нити, которые быстро прилипли к костям трупа.
Один слой малиновых нитей за другим обвивался вокруг костей трупа, прежде чем быстро превратиться в кровь, плоть, меридианы, кожу и чешую. В мгновение эка труп превратился в трехголовое гигантское насекомое. Центральная голова насекомого имела вид женщины в серебряном одеянии, в то время как две другие головы были в основном покрыты пятицветными чешуйками с бесчисленными глазными яблоками разного размера по всей макушке головы, представляя очень пугающее зрелище. Что касается тела насекомого, то оно было гладким и полупрозрачным, как безупречный кусок кристалла. На его спине находились 4 пары прекрасных белых крыльев цикад с выгравированными на их поверхности пятицветными рунами. Как только тело горного насекомого было реконструировано, центральная голова молча бросила холодный взгляд вверх. Что касается двух других голов, то их глаза были плотно закрыты и оставались совершенно невыразительными, как будто они были неодушевленными предметами. Спустя несколько мгновений сверху в бездну спустились 3 полосы света. Свет погас, и появилось трио Хань Ли. На таком близком расстоянии Хань Ли и Баохуа, естественно, смогли увидеть гигантское насекомое внизу, и выражение их лиц слегка дрогнуло в ответ на это зрелище. Это гигантское насекомое совершенно отличалось по внешнему виду от тела, которое они уничтожили над водой, и что больше всего тревожило Хань Ли и Баохуа, так это центральная голова насекомого, которая сильно напоминала маленькую девочку. Итак, это тело королевы стимбареров. «Похоже, мы опоздали, она уже проснулась», — сказала Баохуа с мрачным выражением лица. «Она не похожа на тело, которое мы только что уничтожили, но это действительно должно быть тело королевы стимбареров», — ответил Хань Ли с мрачным взглядом в глазах. «Поскольку она здесь совершенно невредима, я могу только предположить, что двое наших товарищей даосов уже погибли», — вздохнула Баохуа. Хань Ли бросил взгляд на разбитые сокровища рядом с гигантским насекомым и кивнул с серьезным выражением лица. «Значит, именно вы трое причинили вред моему клону и нарушили мой отдых», — центральная голова гигантского насекомого внезапно заговорила, и ее голос был очень приятен для ушей, как голос соблазнительной девушки. «Вы королева стимбареров. 2 наших предыдущих товарища уже пали от ваших рук?» — спросила Баохуа спокойным голосом. «Хе-хе, эти 2 ничтожных существа со стадии Великого Вознесения осмелились напасть на меня, поэтому, конечно, мне пришлось их сожрать. Поскольку вы трое не желаете отвечать на мой вопрос, я отправлю вас в путь, как я это сделала с вашими товарищами», — сказала центральная голова гигантского насекомого холодным голосом, но ее слова сопровождались несоответствующей им соблазнительной улыбкой. Как только ее голос затих, она открыла рот, чтобы выпустить шлейф серых нитей, который превратился в массивную сеть, которая опустилась к троице Хань Ли сверху. Сеть источала тошнотворный зловонный запах, и троица Хань Ли выглядела довольно спокойной, но они, естественно, очень опасались королевы стимбареров. Когда серая сеть опустилась к троице, Баохуа тут же закричал: «Сейчас!». Затем она мгновенно перевернула руку, чтобы вызвать в воображении миниатюрное дерево во вспышке зеленого света, которое быстро превратилось в массивное розовое дерево, которое выпустило бесчисленные розовые лепестки цветов, заполнившие все пространства внизу. В то же время Даос Се превратился в гигантского золотого краба размером около 100 акров, и массивная сеть молний поднялась из его тела, чтобы противостоять нисходящей серой сети. Тем временем Хань Ли сделал хватательное движение, и в его руке появился меч удара глубокого небесного духа во вспышке зеленого света. Его тело также резко увеличилось в размерах, когда появилась его проекция происхождения истинного дьявола, затем трансформировалась в свою золотую форму тела, прежде чем слиться с ним в одно целое. Пурпурно-золотые чешуйки начали появляться по всему его телу вместе с бесчисленными серебряными рунами духа, которые образовывали ряд образований разных размеров. Затем он резко взмахнул запястьем, и бесчисленные шары пятицветного света внезапно возникли из бездны, а затем в безумии хлынули в длинный меч. На лезвии меча загорелся ряд серебряных рун, и сила законов вырвалась вперед, когда 12 зеленых линий пронеслись в воздухе. 12 зеленых линий практически соединились в одну линию и мгновенно достигли гигантского насекомого, а затем нанесли ему сокрушительный удар. Было ясно, что Хань Ли и другие уже разработали стратегию, которую можно было бы использовать при столкновении с королевой стимбареров, и все они в унисон раскрыли свои козыри. Даос Се отвечал за сопротивление атаке королевы стимбареров, Баохуа было поручено поймать королеву стимбареров в ловушку, а Хань Ли был тем, кто собирался нанести смертельный удар. Обычное существо стадии Великого Вознесения, скорее всего, не имело бы шансов пережить эту комбинированную атаку, но человеческое лицо королевы стимбареров просто приподняло бровь, и шквал энергетических колебаний вырвался из ее тела, сметая все окружающие проекции цветочных лепестков в сторону. Сразу после этого она подняла человеческую руку и указала тонким пальцем вперед. Черный свет вспыхнул, когда мерцающая черная руна вырвалась из кончика ее пальца и с безошибочной точностью ударила в зеленую линию на самом переднем плане. Черная руна взорвалась, и из нее пронесся взрыв грозной силы законов. Как только 12 зеленых линий соприкоснулись с этой силой законов, они немедленно резко остановились, а затем внезапно были отброшены обратно к троице Хань Ли.
Выражения лиц Хань Ли и Баохуа резко изменились, когда они увидели это, и первый поспешно взмахнул своим длинным мечом в воздухе снова, чтобы высвободить еще 12 зеленых линий. 24 зеленые линии столкнулись и были уничтожены в унисон, но всплеск устрашающих энергетических колебаний продолжал приближаться к троице Хань Ли. Хань Ли поднял свой меч удара глубокого небесного духа, и несколько серебряных рун на лезвии загорелись, поглощая встречные колебания энергии, но удар непроизвольно отбросил его на несколько шагов назад. Использование своего глубокого небесного сокровища несколько раз подряд съело большую часть магической силы Хань Ли, и его лицо слегка побледнело, отражая это. Если бы на его месте был обычный культиватор стадии Великого Вознесения, он, скорее всего, уже исчерпал бы свою магическую силу и пострадал бы от негативной реакции со стороны глубокого небесного сокровища. Это необычное отталкивание, это сила обращения закона времени. Воскликнула Баохуа, стиснув зубы, сорвала одну из толстых ветвей цветочного дерева, которую держала в руке, а затем быстро взмахнула ею в воздухе. Однако королева Стимбареров, казалось, уже была к этому готова, и из ее тела внезапно вырвался серый ореол вместе со всплесками своеобразных энергетических колебаний. Серый ореол оттеснил обширное пространство проекции розовых лепестков цветов, и рядом с гигантским насекомым внезапно появилась серая руна. В то же время вспышка силы законов поразила ореол с разрушительной силой, но ореол отразил его, оставшись совершенно невредимым. Увидев это, на лице Баохуа появилось недоверчивое выражение. Глава 2243. Изнурительная битва. Хехе, глубокая область небесного духа, а? Я не думала, что простое существо на стадии Великого Вознесения из низшего царства сможет овладеть такой способностью. К сожалению, это всего лишь искусственная область духа, так что это невозможно, чтобы это было эффективно против меня. Как насчет этого? Прежде чем я сожру тебя, позволь мне показать тебе, как выглядит настоящая глубокая область небесного духа, усмехнулась королева Стимбареров, внезапно сложив ручную печать своими передними конечностями, а затем произнесла заклинание, и серый ореол вокруг нее начал вращаться с большой скоростью. Внезапно ореол в мгновение Ика исчез, и весь свет во всей бездне значительно потускнел. Вся пропасть как будто перевернулась, вся окружающая морская вода исчезла, темные облака заполнили все небо наверху, а внизу появилось обширное пространство мутной серости, окрашенное пятнами белого света. Призрачные завывания раздавались в окрестностях, порывы ледникового ветра проносились вперед, а точки белого света медленно поднимались вверх. Выражение лица Баохуа резко изменилось, когда она обнаружила, что все эти точки белого света были черепами с белым призрачным пламенем, горящим в глазницах, и само их количество представляло собой пугающее зрелище. Это тоже область духов. Хань Ли почувствовал, как окружающий воздух мгновенно сжался, когда появились эти черепа, и его сразу же охватило чувство крайней опасности, но на самом деле ничего не произошло. Однако затем на его лице появилось просветленное выражение, когда он бросил взгляд на Баохуа, которая в настоящее время с мрачным выражением лица делала быструю серию ручных печатей. Ее духовная область сократилась до менее чем тысячной от первоначального размера, занимая площадь всего около акра. Все проекции цветочных лепестков внутри этой сжатой духовной сферы стали чрезвычайно яркими, а испускаемый ими аромат стал в несколько раз более выраженным, и они также порхали в воздухе с гораздо большей настойчивостью. Однако королеву Стимбареров нигде не было видно за пределами царства духов. Вместо этого единственными вещами, которые были видны, были бесчисленные белые черепа. Они выбрасывали изо рта белое пламя, которое сталкивалось с розовыми лепестками цветов, посылая в воздух всплески энергетических колебаний. С каждым столкновением лицо Баохуа слегка бледнело, и некоторое время спустя она уже обильно вспотела. «Брат Хань, я уже сжала свою духовную сферу, но даже в этом случае я не смогу продержаться долго», поспешно сказала Баохуа, когда на ее лице появилось настойчивое выражение. «Я понимаю. Позволь мне попытаться прорваться сюда. Это не истинное царство бессмертных, поэтому я уверен, что это не настоящая глубокая область небесного духа», сказал Хань Ли с мрачным выражением лица, прежде чем дать указание Даосусе. Он тут же превратился в гигантскую золотую обезьяну ростом в несколько сотен футов, затем у него выросли 2 дополнительные головы и 4 дополнительные руки, прежде чем яростно выбросить свои 6 гигантских кулаков в воздух. 6 световых шаров размером с голову вырвались из его кулаков, затем немедленно появились за пределами духовной сферы Баохуа и взорвались среди белых черепов. Раздался сокрушительный взрыв, когда огромное пространство золотого света пронеслось в воздухе, превратив все белые черепа на своем пути в пепел. Атака Хань Ли очистила пространство вокруг духовной сферы Баохуа, и давление на нее сразу же несколько уменьшилось. На ее лице появился намек на восторг, но затем выражение ее лица сразу же стало жестким. Бесчисленные белые черепа снова появились на территории, которую только что очистил Хань Ли, и все они были в чрезвычайной ярости. Они начали излучать белое пламя, которое снова столкнулось с золотым светом, и их ауры, казалось, стали еще более мощными, чем раньше.
Хань Ли не удивился, увидев это, и пробормотал про себя. Как и ожидалось, их нельзя убить так легко, но как насчет этого? Затем он наложил ручную печать и указал пальцем вперед, и золотой свет взорвался бесчисленными золотыми рунами, которые превратились в золотой вихрь диаметром около сотни футов. Исходная ци мира резко возросла, и вихрь начал вращаться с огромной скоростью, высвобождая всплеск устрашающей всасывающей силы, которая силой втянула в себя множество близлежащих черепов. На смену тем, что были затянуты в вихрь, появлялись новые белые черепа, но сила всасывания вихря, казалось, также была безграничной и становилась все более и более мощной. Таким образом, сколько бы черепов ни появлялось, все они без исключения были затянуты в вихрь и измельчены. А это божественный свет Сюань-Юань. Нет, это всего лишь копия способности. Хе-хе, возможно, настоящий божественный свет Сюань-Юань представлял бы для меня некоторую угрозу, но это пустяки. Раздался посмеивающийся голос королевы Стимбареров, после чего среди всплеска пространственных колебаний возникла черная руна, а затем исчезла в золотом вихре, окутав его порывом силы законов. После входа черной руны золотой вихрь быстро сжался, прежде чем окончательно распасться на точке золотого света. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он увидел это. Сила закона времени могла противодействовать практически всем способностям, и противостоять ей было очень хлопотно. Тем временем Баахуа изо всех сил впрыскивала свою магическую силу в свою духовную область, чтобы противостоять глубокой небесной духовной сфере королевы Стимбареров, в то время как Даоссе яростно взмахивал своими гигантскими клешнями по воздуху, выпуская огромные шары света, которые взлетели вверх в проливной заградительный огонь, чтобы сдержать опускающуюся серую сеть. Гигантская серая сеть была проявлена какой-то чрезвычайно грозной силой, и хотя Даоссе максимально использовал свою молнию, он все еще не мог повредить сеть и мог только пока предотвратить ее опускание. Ни один из них не использовал никаких других сокровищ, поскольку знал, что обычные сокровища все равно не сработают против такого сильного противника. Хань Ли какое-то время молчал, а затем внезапно холодно хмыкнул. «Твой закон времени очень грозен, но мне интересно, сколько еще раз ты сможешь его использовать? Я уверен, что ты не сможешь просто использовать такую мощную способность по своему усмотрению». Как только его голос прозвучал, он снова взмахнул кулаками в воздух, выпустив бесчисленные проекции золотых кулаков, которые взорвались среди моря белых черепов. Бесчисленные золотые руны вырвались вперед, образовав одновременно около дюжины золотых вихрей, каждый из которых начал вращаться с невероятной скоростью. Раздался холодный рык, и такое же количество черных рун выскочило наружу, чтобы поразить вихри с безошибочной точностью. Все вихри снова быстро распались в небытие, но выражение лица Хань Ли осталось неизменным, поскольку он продолжал выпускать новые кулаки. «Как ты смеешь?» Королева Стимбареров, наконец, вспыхнула яростью. Черных рун больше не было, но все белые черепа внезапно сошлись, образовав массивные скелеты, каждый из которых имел высоту более 1000 футов. У этих скелетов было бесчисленное количество черепов по всему телу, и все черепа имели искаженные агонизирующие выражения, представляя собой очень пугающее зрелище. Появились сотни этих массивных скелетов, и все они наложили ручные печати, чтобы высвободить слои духовного света, что позволило им быть совершенно неподверженными всасывающей силе золотых вихрей. Затем скелеты захихикали, когда порывы яростного ветра вырвались из их тел, а затем превратились в полупрозрачные доспехи, а также в гигантские белые костяные трезубцы. С развитием духовной сферы все эти гигантские бронированные воины-скелеты обладали аурами, сравнимыми с аурами существ в стадии Великого Вознесения, и они злобно швыряли свои костяные трезубцы в золотые вихри. Раздался глухой стук, когда золотые вихри взорвались один за другим, и воины-скелеты создали еще больше костяных трезубцев, прежде чем швырнуть их в область духов Баахуа. Лицо Баахуа значительно побледнело, когда она увидела это, но она ничего не могла сделать, поскольку ей уже приходилось прикладывать все усилия только для того, чтобы поддержать весь домен. Конечно, Хань Ли не собирался просто стоять и смотреть. Меч удара глубокого небесного духа снова появился в его руке среди вспышки зеленого света, и он немедленно выпустил еще дюжину зеленых линий одновременно. Зеленые линии столкнулись с костяными трезубцами, и обе стороны были полностью уничтожены оглушительным взрывом. Хань Ли потратил много магической силы на эту атаку, и в следующее мгновение выражение его лица сразу же значительно потемнело. Воины-скелеты создали больше костяных трезубцев, и их ауры стали еще мощнее. Слабый черный свет вспыхивал на кончиках этих трезубцев, намекая на силу законов. «Позволь мне помочь тебе, брат Хань». Даже если это настоящая глубокая область небесного духа, ее сила не может быть безграничной. Скорее всего, это последняя волна атак, которую эта область способна высвободить. Пока мы еще можем противостоять. Из-за этой волны атак сила духовного домена будет полностью исчерпана, поспешно крикнула Баахуа. В то же время она перевернула руку, чтобы достать гвоздь императора Земли, и схватила его, прежде чем быстро вонзить его в гигантское цветочное дерево, которое поддерживало всю ее духовную сферу. Гигантское дерево уже выглядело совершенно увядшим из-за перенапряжения.
но в тот момент, когда гвоздь Императора Земли вонзился в его ствол, оно внезапно наполнилось мощным приливом жизненной силы. И его листья не только снова приобрели яркий зеленый цвет, но и заметно увеличились в размерах. Глава 2244. Истинное экстремальное тело. В результате количество проекций цветочных лепестков в глубоком небесном цветочном царстве увеличилось почти вдвое, и все они превратились в серию розовых щитов размером с ладонь. Тем временем все серебряные образования на теле Хань Ли начали издавать громкий жужжащий звук вместе со вспышками пятицветного света, который вливался в его меч удара глубокого небесного духа, проходящий вдоль его 6 рук. Серебряные руны на мече мгновенно засияли сверкающим светом, из-за чего было практически невозможно смотреть прямо на меч. Как только весь свет погас, выяснилось, что меч увеличился до размера более 100 футов, а серебряные руны на его поверхности непрерывно двигались, как будто ожили. Затем Хань Ли взмахнул своим длинным мечом в воздухе, и зеленый ореол тут же распространился наружу. Почти в тот же момент окружающие воины-скелеты также бросились в бой, в унисон метнув вперед свои костяные трезубцы. Как только костяные трезубцы покинули руки воинов-скелетов, по всему их телу раздалась вереница тресков и хлопков, и они рассыпались в порошок, исчерпав державшую их силу. В следующее мгновение костяные трезубцы погрузились в расширяющийся зеленый ореол, и раздался сокрушительный грохот, когда черная ци и зеленый свет переплелись, погружая ци мирового происхождения в окружающей области в хаотическое безумие. Удар Хань Ли был чрезвычайно мощным, но он не мог противостоять полнокровным атакам более чем сотни существ в стадии Великого Вознесения. Зеленый ореол просуществовал всего мгновение, прежде чем был разрушен, но он также уничтожил большую часть костяных трезубцев. Что касается дюжины или около того оставшихся костяных трезубцев, то они погрузились в быстро вращающуюся сферу духов Баахуа полосами черного света. Пальцы Баахуа слегка сжались в ее рукавах, и оттуда вырвался взрыв слабых энергетических колебаний. Вращающаяся сфера духов немедленно остановилась, прежде чем сжаться еще больше, и внутри нее внезапно появилось около дюжины шаров черного света. Эти шары черного света быстро слились в один, окрасив большую часть духовного мира в черный цвет, а затем внезапно исчезли на месте. В этот момент духовная область королевы Стимбареров, похоже, также исчерпала всю свою силу и постепенно исчезла, снова обнажая подводную бездну. В этот момент Баахуа держала в одной руке гвоздь Императора Земли, а Хань Ли стоял с поднятым перед ним мечом. Им двоим удалось защитить себя с помощью своих глубоких небесных сокровищ, но глубокая небесная цветочная область была полностью уничтожена. Что касается Дао Сосе, он вернулся в свою человеческую форму и стоял рядом с Хань Ли, а вокруг его тела сверкали молнии. Гигантской серой сети над головой нигде не было видно. Возможно, она была разрушена во время только что произошедшего столкновения между силами законов, или, возможно, Дао Се каким-то образом рассеял ее. Королева Стимбареров плыла в воде впереди, и в глазах ее центрального человеческого лица читалось удивление. «Я не думала, что вы трое сможете рассеять мою глубокую область небесного духа с помощью всего лишь пары глубоких небесных сокровищ. Неудивительно, что два моих клона не могли сравниться с вами. Пока отложим эту искусственную бессмертную марионетку в сторону. Теперь вы двое, должно быть, являетесь одними из самых исключительных могущественных существ Нижних Царств», сказала королева Стимбареров. «Мы очень польщены вашими добрыми словами похвалы. Но если бы не тот факт, что вы в настоящее время серьезно ослаблены, мы, скорее всего, не смогли бы разрушить вашу духовную сферу даже с нашими глубокими небесными сокровищами. Похоже, вы действительно еще не восстановили большую часть своих сил», заметила Баахуа. «А вы считаете, что одержали верх в последнем столкновении?» Королева Стимбареров презрительно усмехнулась. «Я не могу это утверждать, но я знаю, что вы, скорее всего, не сможете сейчас раскрыть какие-либо мощные способности», сказала Баахуа со слабой улыбкой. «Что это должно значить?» «Подожди, что это?» Выражение лица королевы Стимбареров резко изменилось, когда она внезапно подняла одну из передних конечностей. Тонкая желтая игла вонзилась в переднюю конечность, и большая часть иглы вонзилась в плоть королевы Стимбареров. Своеобразная улыбка появилась на лице Баахуа, когда она взмахнула гвоздем Императора Земли в воздухе, а тонкая игла на передней конечности королевы Стимбареров также раздулась примерно до фута в длину. В то же время она выпустила бесчисленные желтые руны, а также всплеск силы законов, которые полностью охватили тело королевы Стимбареров. В результате массивная королева Стимбареров внезапно значительно уменьшилась до размеров всего лишь нескольких десятков футов. У тебя есть третье глубокое небесное сокровище. Когда тебе удалось это сделать? Ах, я помню, как почувствовала небольшой дискомфорт во время этого финального столкновения. Должно быть, это было тогда, когда ты нанесла удар, сказала королева Стимбареров с мрачным выражением лица. И выражение ее лица потемнело еще больше, когда она обнаружила, что не может получить доступ к большей части своей магической силы.
Хе-хе, это не третье глубокое небесное сокровище. Гвоздь императора Земли — это пара сокровищ, и только когда они объединены, гвоздь обретает свою самую мощную форму, сказала Баахуа, щелкнув запястьем, чтобы швырнуть желтый гвоздь. В следующее мгновение над королевой стимбареров вспыхнули пространственные колебания, и второй гвоздь императора Земли рухнул вниз, как молния. Даже несмотря на невероятные силы королевы стимбареров, она, скорее всего, оказалась бы совершенно неспособной получить доступ к своей магической силе, если бы позволила обоим гвоздям императора Земли погрузиться в свое тело. Однако перед лицом внезапной атаки Баахуа королева стимбареров просто холодно хмыкнула, взмахнув передней конечностью в воздухе, отбросив второй гвоздь императора Земли, как если бы это была надоедливая муха. Затем она потянулась другой передней конечностью, чтобы поймать желтый гвоздь, который она только что отправила в полет. Мне было интересно, почему ваше глубокое небесное сокровище такое слабое, а оказывается, это пара сокровищ. Просто мне не хватает нескольких хороших сокровищ. Я бы не прочь добавить этот гвоздь императора Земли в свою коллекцию, сказала королева стимбареров с насмешливой улыбкой, оценивая борющийся желтый гвоздь в своей руке. Невозможно. Большая часть твоей силы уже запечатана. Как ты все еще можешь это делать? Баахуа не могла поверить своим глазам. Она с самого начала спрятала второй гвоздь императора Земли, чтобы использовать его в качестве козырной карты для уверенного убийства, но ее план полностью провалился, и в результате она потеряла всю свою уверенность. Тем временем Ханьли, казалось, пришла в голову мысль, и в его глазах мелькнул намек на просветление. «Должен сказать, вам двоим очень не повезло. Если бы вы встретились со мной несколько сотен лет назад, возможно, ваш план сработал бы. Однако в моей нынешней форме я мог бы с легкостью убить вас двоих даже без доступа к моей магической силе, сказала королева стимбареров ленивым голосом, и ее устрашающая аура полностью исчезла, только чтобы смениться другим типом невидимого давления, столь же грозным. Лицо Баахуа побледнело еще больше, когда она услышала это, а Ханьли спросил: «Происходит ли твоя уверенность от твоего физического тела? Ты умный человек. Ты действительно думал, что все, что я делала здесь все это время, это восстанавливало свою силу и пыталась сломать печать? Ха-ха, по правде говоря, если бы я хотела сломать печать, я могла бы сделать это с легкостью более 100 тысяч лет назад. Я решила остаться здесь, так как хотела использовать силу древней печати, чтобы усовершенствовать свое тело и достичь истинного экстремального тела. Теперь, когда я достигла этой цели, вы не сможете причинить мне вреда, даже если я ничего не буду делать, кроме как стоять здесь и позволять вам нападать на меня. С этим истинным чрезвычайным телом я самое могущественное существо во всех сферах». Королева стимбареров ликующе засмеялась. Как только его голос раздался, она взмахнула всеми своими конечностями в воздухе, создав бесчисленные тонкие пространственные трещины. Огромная сила всасывания вырвалась из этих разломов, сметая желтые руны вокруг его тела, после чего все разломы снова запечатались. В следующее мгновение королева стимбареров протянула руку и с легкостью выдернула желтый гвоздь, вонзившийся в ее переднюю конечность. Глава 2245. Глубокий бессмертный. Невозможно. Этот гвоздь императора Земли совершенствовался моим хорошим другом в течение бесчисленных лет. Как его можно было так легко вытащить? Пробормотала Баахуа про себя, когда ее лицо приобрело пепельный оттенок. Выражение лица Ханьли слегка изменилось, когда он увидел это, а Дао Се внезапно сказал что-то, что его весьма заинтриговало. Вы имеете в виду истинное высшее тело, которым обладают только глубокие бессмертные? А, я не думала, что простая фальшивая бессмертная марионетка знает об этом. Похоже, что твоим бывшим владельцем должен был быть кто-то из царства истинных бессмертных, сказала королева стимбареров, и в ее глазах появился намек на удивление. Брови Ханьли слегка нахмурились, когда он спросил: «Что такое глубокий бессмертный? Это какой-то тип истинного бессмертного высокого уровня?» Не совсем. Глубокие бессмертные считаются аномалиями в царстве истинных бессмертных. Вместо того, чтобы развивать магическую силу, они сосредотачиваются только на совершенствовании своего физического тела, идя другим путем, чем обычные истинные бессмертные, и некоторые называют их утонченные бессмертные. Среди истинных бессмертных одного и того же калибра глубокие бессмертные, как правило, гораздо более могущественны, а истинное экстремальное тело является почти характерной чертой среди всех глубоких бессмертных. Глубокие бессмертные очень сильны среди истинных бессмертных низкого ранга, но прогрессируют до более высоких. Получение нового уровня для них чрезвычайно трудная процедура. Таким образом, даже несмотря на то, что они широко известны в царстве истинных бессмертных, очень немногие люди решают следовать этим путем, объяснил Дао Се. Это очень похоже на воинов усовершенствования тела нашей человеческой расы. Учитывая, что королева стимбареров не является бессмертной высокого уровня, ты думаешь, что у нас еще есть шанс здесь?
Ты был со мной уже довольно давно, поэтому я уверен, что ты знаешь, на что я действительно способен», — внезапно спросил Ханли. «Если мы сможем полностью запечатать ее магическую силу и заставить ее сражаться с нами, используя только свое физическое тело, тогда у нас все равно будет примерно 30% шансов на победу». Конечно, это при условии, что королева Стимбареров только недавно достигла своего истинного экстремального тела и еще не консолидировала его, ответил Даос Се. Вы слышали его, уважаемая Даос Баахуа. Если мы будем сражаться здесь насмерть, у нас все еще есть 30% шанс. Но если вы не хотите рисковать, тогда нам придется разделиться и бежать. Я не думаю, что королева Стимбареров захочет нас отпустить, поэтому, если бы мы это сделали, по крайней мере, один из нас определенно погиб бы здесь. Я только что исследовал эту область, используя секретную технику, и кажется, что некоторые силы какого-то странного типа охватили эту бездну, сделав невозможным использование заветных пластин Духа Феникса. Я также пытался использовать некоторые другие секретные техники, но ни одна из них не позволила мне телепортироваться отсюда, вздохнул Ханли. Королева Стимбареров просто с насмешкой наблюдала, как Ханли общался с Даосом Се и Баахуа. В то же время она изучала пару гвоздей Императора Земли, пытаясь забрать себе глубокое небесное сокровище, даже когда битва еще продолжалась. Я понимаю. В таком случае нам придется бороться за свою жизнь. У меня есть техника, которую я могу использовать, чтобы помочь вам, но мне понадобится помощь брата Се, и как только я применю эту технику, я выиграю. В этой битве от него больше не будет никакой пользы, сказала Баахуа, стиснув зубы. Ха-ха. Это все, что мне нужно было услышать. Королева Стимбареров находится в процессе очистки этих двух сокровищ, так что давайте не будем больше терять времени, сказал Ханли. «Хорошо, брат Се, пожалуйста, одолжи мне всю свою магическую силу», — решительно сказала Баахуа, поворачиваясь к Даосу Се. Даос Се уже получил инструкции от Ханли посредством голосовой передачи и немедленно телепортировался позади Баахуа, прежде чем крепко прижать руки к его плечам. Затем дуги серебряных молний в бешенстве потекли из его рук в тело Баахуа, и с этим притоком энергии почти исчерпанный запас магической силы Баахуа быстро восполнился, даже ее бледные черты стали более румяными и яркими. Баахуа знала, что этот внешний источник магической силы не сможет задерживаться в ее теле очень долго, и вскоре он вытечет из ее тела, прежде чем рассеется. Однако этого короткого окна ей хватило, чтобы раскрыть козырную карту, которую, как она думала, ей не придется использовать. Использование этой техники снова внесет нестабильность в ее базу совершенствования, и это не только может привести к тому, что она снова упадет ниже стадии Великого Вознесения, но и станет врагом владельца гвоздей Императора Земли. Дружба, которую они выковывали на протяжении бесчисленных лет, скорее всего, после этого полностью перестанет существовать. Баахуа не могла не вздохнуть, когда эта мысль пришла ей в голову. Кто мог подумать, что эта королева Стимбареров сможет овладеть бессмертной способностью? На самом деле, нельзя было с уверенностью сказать, содержит ли тело королевы Стимбареров свою первоначальную душу. Ни Баахуа, ни Ханли не были идиотами, и они могли сказать, что эта королева Стимбареров была очень подозрительной, просто ни один из них не видел причин указывать на это. В конце концов, королева Стимбареров определенно была полна решимости убить их, так что не было необходимости тратить время на слово. На лице Баахуа появилась кривая улыбка, но она, не колеблясь ни в малейшей степени, сделала ручную печать, и яркий розовый свет вырвался из ее тела вместе с бесчисленными пятицветными рунами, образуя 13 великолепных колес света. Баахуа находилась прямо в центре этих световых колес и повторяла заклинание, которое было так же приятно для ушей, как восхитительная небесная музыка. В то же время ее волосы внезапно начали выпадать у корней, а на надпереносе появилась серебряная руна. Внезапно ее аура резко изменилась, и она превратилась в молодую монахиню, от которой исходил аромат чистоты и святости. Она подняла голову с равнодушным выражением лица, и сильный цветочный аромат разнесся по воздуху, когда из ее тела проросли ветки, пронизанные розовыми цветами. Она превратилась в живое дерево, представляя собой очень странное зрелище. Внезапно Баахуа подняла одну руку, усыпанную цветочными ветвями, и указала пальцем на королеву Стимбареров. Затем все цветы по всему ее телу внезапно увяли, а сама Баахуа рухнула с неба, как деревянная статуя, погрузившись глубоко в пропасть внизу. В тот же момент 13 колес света вокруг нее также распались на точки духовного света. В то же время серебряные дуги молний, выпущенные Даосом Се, мгновенно погасли, и он быстро сел медитировать. За этот короткий период передачи энергии Даос Се израсходовал почти всю свою энергию, и его аура практически исчезла. Тем временем королеву Стимбареров внезапно охватило дурное предчувствие, и два гвоздя Императора Земли, которые она очищала, внезапно начали спускать мерцающий свет. Бесчисленные радужные руны вырвались из пары гвоздей вместе с двумя вспышками малинового пламени, и обе руки королевы Стимбареров мгновенно превратились в пепел. Сразу после этого два гвозди Императора Земли превратились в пару радужных змей, которые, как молния, устремились к королеве Стимбареров.
Королева Стимбареров была весьма встревожена таким поворотом событий и немедленно регенерировала новую пару рук, прежде чем схватиться за два гвоздя Императора Земли под невероятным углом. Однако пара гвоздей Императора Земли просто прошла сквозь руки королевы Стимбареров, как пара проекций, прежде чем погрузиться в ее тело. Королева Стимбареров поспешно осмотрела свои руки, обнаружив, что они совершенно невредимы, осмотрела свои внутренние условия, после чего выражение ее лица значительно потемнело. Два гвоздя Императора Земли прочно вонзились в черное кристаллическое ядро внутри тела королевы Стимбареров, а затем выпустили бесчисленные желтые нити, которые крепко связали кристаллическое ядро, сделав королеву Стимбареров совершенно неспособной использовать какую-либо магическую силу. Я не думала, что у тебя будет возможность высвободить основную силу этих двух глубоких небесных сокровищ. Сделав это, ты можешь максимизировать их силу, но на их восстановление уйдет не менее 100 тысяч лет. В любом случае, ваша борьба тщетна, и все, что вы сделали, это еще больше разозлили меня. Я собираюсь разорвать вас всех на части дюйм за дюймом, а затем превратить ваши души в марионеточных слуг для себя, сказала королева Стимбареров с яростным гневом, когда она взмахнула одной из передних конечностей в воздухе. Перед Даасом всем мгновенно появилось белое лезвие ветра, грозящее разрезать его пополам.